Приветствую вас, друзья, на канале Чуча ТВ. Сегодня мы продолжаем серию видеоуроков в программе Autodesk Inventor и немножечко помоделируем вот такую вот оконную поворотную ручку. Перед вами уже полностью практически спроектированная ручка, чтобы сэкономить вам время. Если вам будет интересно, то я могу подробно рассказать, как создавалась эта ручка более детально в отдельном видео. Но сейчас мы поговорим как раз о механизме именно защелкивания для этой ручки. Как я говорил ранее, меню Autodesk Inventor очень простое, интуитивное и понятное. С этим разберется даже ребенок. Ведь каждая функция полностью подписана. Чтобы добавить новую деталь в нашей сборке, вам достаточно в левом углу нажать функцию «Создать». Вы можете здесь переименовать деталь как вам угодно. Выбираем плоскость, на которой будем создавать эту деталь. Так как эта деталь будет устанавливаться в саму шестеренку, то естественно и выбираем плоскость, на которой она будет стоять. После этого нажимаем «Начать 2D эскиз» в левом верхнем углу. С помощью орбиты в правой боковой панели мышкой мы можем немножко развернуть нашу модель и сверху выбрать плоскость, на которой будет проецироваться эскиз. Также выбираем функцию проецирования геометрии. Не забываем про нее, она очень удобная. Она позволяет очертить все грани. То есть нажимаем внутреннюю часть нашей шестеренки. И мы видим, что полностью внутренняя геометрия у нас очерчена. При этом в левой панели мы видим напротив эскиза такую вот окружность в виде стрелок синий и красный. Это называется адаптивность. Если по каким-то причинам вы измените геометрию шестеренки, на которую мы проецируем, то автоматически вот эти вот все размеры, они тоже изменятся. В верхней панели нам доступны все необходимые функции. Начиная от отрезков, заканчивая окружностью, дугами, пазами. И в функциях пазы мы выбираем в выборе именно прямоугольник. Желательно прямоугольник с центром. Выбираем центр. Можем сразу установить размеры, а можем использовать функцию размеры. Нажимаем одну линию, вторую линию и устанавливаем размер 6,93. В итоге получили квадрат, который полностью соответствует нашему штырю. Берем прямоугольник. Прямоугольник по трем точкам и центру. Это неправильный прямоугольник, он может рисоваться как угодно. Вот так, вот так, вот так, вот так. Под любыми углами. И в этом его преимущество. Делаем параллельно диагонали и раздвигаем на нужное расстояние. Один и по второй диагонали второй. Давайте проставим размеры. Мы видим, что немножко произошло смещение. Это неправильно. Берем функцию симметричность. Одну линию выбираем, вторую линию и относительно диагонали делаем симметричность. Точно так же снова выбираем функцию симметричность, выбираем одну линию, вторую линию и относительно диагонали тоже делаем симметричность. Ширину наших прорезей тоже желательно замерить. В верхней панели интуитивно выбираем функцию выдавливания. Выдавливаем нашу модель. Устанавливаем размер 3 мм. Теперь с помощью сопряжения в верхней панели давайте сгладим углы. Выбираем один угол, второй угол, третий, четвертый. Точно так же делаем сглаживание и острых углов, самих вырезов. Одного, второго, третьего, четвертого. То есть все поочередно. Но в нашем случае деталь имеет конусообразную геометрию. То есть сделана она методом штамповки. Толщина самой детали, самой пластинки 0,7 мм. Так как данная плашка находится внутри других деталей, то они частично, видите, перекрывают ее. И нам выделять и делать другие операции будет сложно. Поэтому что мы можем сделать? Очень просто. Мы можем взять эту деталь, нажать «Возврат», выбрать эту деталь, Ctrl-C, переместиться немножко левее и нажать Ctrl-V. То есть скопировать эту деталь и вставить. Любые изменения, которые мы делаем в этой детали, так как она скопирована с предыдущей, то все изменения будут и здесь также применяться. В нашей основной детали, которая установлена на самой сборке. В нижнем меню нажимаем функцию «Разрезать», то есть разрезаем полностью деталь. Для того, чтобы видеть ее грани. Берем отрезок, устанавливаем по центру. Это наша осевая, не забывайте проставлять ее. Можем ее сделать пунктирной, например, вспомогательная геометрия, чтобы она не мешала при выдавливании или, допустим, при других операциях. Выбираем снова отрезок. Здесь мы выбираем чуть немножко дальше, рисуем отрезок. Так как толщина металла у нас 0,7 мм, выставляем толщину металла 0,7 мм, то есть в высоту этой линии. Точка, которая у нас заходит вовнутрь детали, ее мы тоже можем разметить. Так как диаметр, как мы говорили, конуса у нас 15 мм, разделить на 2, это у нас будет 7,5 мм. Снова берем отрезок, ищем линию.
Это внутренний вырез нашей детали. И вверху у нас есть такая вот зеленая точечка. К ней привязываемся и соединяем с точкой нашей линии. Вот так. Берем второй отрезок, уже к нижней части, подсоединяем снова к линии, берем функцию параллельность и делаем параллельно нашей основной линии. Берем функцию размеры, проставляем размер, тоже 0,7 мм, ведь толщина металла у нас 0,7 мм. То есть у нас должен получиться вот такой вот замкнутый контур. Всегда старайтесь замыкать, иначе у вас просто выдавливание, сопряжение там, или вращение не получится. Некоторые из вас спросят, почему вот этот вот отрезок мы сделали не параллельно самой детали, а немножко вынесли за пределы. Дело в том, что эта часть в разрезе не самая широкая в нашей детали. Если взять по диагонали, то от этого угла, грубо говоря, до этого будет шире расстояние. И, соответственно, поэтому линию я выношу немножко дальше за пределы самой модели, чтобы вращение у нас произвелось идеально и правильно. Теперь очень важно, нам нужно отсечь лишнее, то есть лишнюю часть детали. Выбираем отрезок и от точки рисуем, без разницы какая будет геометрия, просто вот так вот отделяем эту часть. Точно так же делаем и с этой частью, которую тоже нужно отрезать. Берем один отрезок, второй и можем вот так вот соединить все. Для того, чтобы получить конусную геометрию, нам нужно выбрать функцию вращения. Выбираем профиль, который будем вращать, вот этот. И вот нижний, это тот угол, который мы тоже очертили. Центральную геометрию мы не трогаем, мы оставляем ее так, как есть. После этого выбираем ось, относительно которой будем делать вращение. И видим, что у нас добавилась еще дополнительная геометрия. Нам это не надо, поэтому выбираем вместо объединения выбираем вычитание. Нажимаем ОК. И посмотрите, о чудо, у нас все получилось. То есть у нас получилась вот такая вот интересная конусообразная геометрия. Как снаружи, так и внутри. Естественно, мы можем изменить цвет. Например, в верхней панели выбрать вместо по умолчанию, допустим, сталь полированная. И вот такая вот красивая у нас получилась деталька. Так как здесь у нас нет острых углов, с помощью функции сопряжения мы можем их аккуратненько убрать. Допустим, поставим 2 мм. Нажимаем «Принять». И видите, получилось вот такое вот красивое сглаживание. Точно так же можем поступить и сверху. Но помните, что сглаживание сверху, так как там угол меньше, должно быть меньше, как минимум в 3 раза. Ну, в данном случае мы поставим с вами где-то 0,5. Тогда толщина металла будет практически одинаковой. Возвращаясь назад, мы видим, что деталь на самой сборке, которую мы скопировали сюда, она точно так же получила изменения, как и предыдущая. Потому что это по сути одно и то же. То есть эту деталь мы удаляем, а это остается на своем рабочем месте. И вот так вот просто мы сделали с вами полностью 3D модель всей ручки. Остается единственный только момент реализовать фиксатор, который находится на корпусе. Для того, чтобы при проворачивании самой ручки он, естественно, нажимался. И вот, кстати, одно из преимуществ проектирования в самой сборке. Мы можем ее редактировать, изменять, исходя из той геометрии, которая у нас есть и которую нам нужно получить. Перед тем, как мы сделаем специальный отжимной фиксатор, давайте выставим ручку в правильном положении. Для этого выбираем функцию зависимость, выбираем прямую плоскость, выбираем вторую плоскость на самом корпусе, при этом выбираем угол и выбираем направленный угол. В итоге у нас, видите, автоматически ручка выровнялась. Применить. То есть она сейчас не двигается и стоит ровно под 90 градусов. Мы видим, что у нас шестеренка выставлена правильно, практически идеально. И мы можем сейчас идеально отрисовать наш фиксатор. Для этого дважды нажимаем на корпус, нажимаем еще раз и выбираем «Создать эскиз». Снова выбираем функцию проецирования геометрии, нажимаем на шестеренку, для того, чтобы она нам полностью подсветилась. И мы увидели ее геометрию. Также нажимаем на геометрию самого корпуса, и он также подсветится. Можем немножко увеличить скроллом мыши. Рисуем отрезок. С помощью мышки можем переместить в нужную позицию. С помощью размеров выставляем размер между шестеренкой. Допустим, поставим 0,1 мм с одной стороны и 0,1 мм с другой стороны. Выбираем отрезок и выставляем, допустим, 0,1 мм. С помощью функции «Обрезать» обрезаем лишнее. И теперь можно смело нажать «Принять». Выбираем функцию выдавливания. Но нам, естественно, шестеренку выдавливать не надо, поэтому мы ищем наш фиксатор. Выбрали, нажимаем. Здесь мы можем выставить размер, насколько нам нужно выдавить, чтобы получить твердое тело. А можем просто выбрать не расстояние, а выбрать
до следующего. То есть он автоматически выдавится до нижней стенки, так как нам и надо. Естественно, механизм отжимания у нас так не сработает. Поэтому мы еще раз выбираем поверхность, создаем снова эскиз, нажимаем проецирование геометрии. Теперь берем дугу от края фиксатора, фиксируем ее где-то вот к этой части. Одну часть и вторую часть. Также не забываем создать отрезок в центре координат. Снова выбираем отрезок, вспомогательную геометрию и рисуем ее непосредственно на самой модели. Выбираем размеры и проставляем относительно центральной линии. Ну, допустим, 15 мм. Берем функцию зависимость совмещения, то есть совмещаем одну точку окружности и саму линию. Точно так же делаем и со второй. Берем функцию симметричность. Так как у нас эти линии будут симметричны относительно центральной, то, соответственно, выбираем центральную линию. Теперь любые изменения, видите, будут автоматически делаться симметрично. Также берем отрезок и по центру проставляем снова. При этом берем снова точку и фиксируем в основной точке. Для чего это делается? Для того, чтобы можно было идеально сделать сопряжение с этим отрезком. И дуга у нас получилась максимально правильной. Нигде она не заходила за пределы. Берем функцию касательность, берем окружность и относительно нашей плоскости делаем сопряжение. Теперь мы можем использовать функцию смещения. Выбираем ее вверху и смещаем окружность одну. При этом, видите, у нас появилась пунктирная, из-за того, что вверху мы забыли убрать вспомогательную геометрию. Это легко исправить, просто нажимаем на окружность, нажимаем на вспомогательную геометрию. Теперь снова берем смещение, убираем вспомогательную геометрию, чтобы у нас опять не было пунктира, и смещаем на определенное расстояние. Далее берем отрезок и соединяем одну окружность с другой окружностью. Видите, она у нас не параллельная, поэтому это мы можем тоже исправить с помощью функции зависимость параллельности. Берем один отрезок, второй и делаем параллельно. В итоге получаем вот такой вот интересный рисунок. Видите, у нас одна окружность не зависит от другой, потому что не работает функция симметричность. Поэтому ее также выбираем, одну окружность, вторую и относительно центральной. С помощью функции касательность делаем касательно относительно отрезка. То есть, грубо говоря, делаем идеальное точное сопряжение с одной стороны и с другой. Но здесь у нас оно работает, поэтому нам показывает программа о том, что делать здесь уже не нужно. С помощью функции размеров давайте проставим толщину отжимного механизма. Тоже выставим где-то 2 мм. Теперь берем два отрезка, один, второй, нажимаем совмещение, лишнее обрезаем. Точно так же проводим операцию и с обратной стороны. Ширину поставим такую же 2 мм. Возьмем функцию сопряжения и сделаем сопряжение, чтобы все у нас было гладенько. Также сделаем сопряжение здесь. Очень удобная функция. Теперь нужно создать некоторые пустоты, чтобы механизм внутри хорошо двигался. Берем дугу от одной точки и, допустим, вот к этой. Делаем одну дугу и точно так же делаем вторую дугу. Берем симметричность и делаем симметрию относительно центральной линии. То же самое делаем и внутреннюю полость, только уже вот так вот, более цельной. Берем дугу и замыкаем контур. С одной стороны и с другой. Без замкнутого контура, видите, он не дает выделять нам. Снова берем выдавливание и вот теперь уже, видите, очень легко все хорошо выделяется. Берем функцию до выбранного и берем самую нижнюю плоскость. И вот, пожалуйста, мы сделали отжимной механизм. При прокручивании его будет вдавливать вовнутрь, и тем самым наша шестеренка сможет прокрутиться, а значит и ручка. С другой же стороны, не стоит забывать, что данный механизм у нас внизу соединен с корпусом. Его нужно разделить. Поэтому выделяем нижнюю поверхность, создаем на ней эскиз. Берем проецирование геометрии. Вот так вот выделяем. И вот здесь очень важно, ребят, соединяем одну сторону и вторую сторону. Вот так. Линии не видно, потому что они, видите, скрыты нашей моделью. Поэтому нажимаем функцию разрезать деталь. Здесь также соединяем одну и вторую часть.
И получаем вот такое вот замкнутое пространство. Нажимаем «Принять». Берем выдавливание, одну часть, вторую часть и серединку. Полностью всю вот эту поверхность. И выдавливаем в обратную сторону полностью насквозь. Теперь остается только сделать точно так же с обратной стороны. Для этого используем функцию зеркальное отражение. То есть вот эти вот все выдавливания, вырезания, все это нужно выделить. Плоскость симметрии выбираем. Здесь, естественно, у нашей модели выбираем начало. Это начало координат, то есть различные плоскости. И берем среднюю плоскость. Вот видите, сразу отобразилось. И, пожалуйста, зеркальное отражение сработало отлично. Единственное, только не хватает нашей модели, это вот такой вот крышки. Давайте ее тоже быстренько спроектируем. Чтобы в процессе проектирования нам ручка не мешала, давайте просто скопируем эту деталь и перенесем немножко дальше. В левом верхнем углу выбираем «Создать», новую деталь. Выбираем плоскость, на которой будем создавать ее. Это наша модель. Начать 2D эскиз. И выбираем плоскость X, допустим, Y. Все вы помните функцию проецирования геометрии, которая очерчивает контуры. Берем контур 1, 2 и так вот по контуру полностью очерчиваем всю нашу модель. Теперь также можем очертить и контур именно посадочного места, куда будет устанавливаться вот эта вот крышка. Также давайте очертим наружный диаметр цилиндра. Выбираем размер и проверяем. 17,9. Все верно, размер верный. Поэтому берем функцию смещения и наружный контур смещаем на определенное расстояние. Берем функцию размеры от одной окружности к другой и ставим где-то в районе 0,2 мм. С учетом коэффициента расширения материала, ведь при печати отверстия зачастую немножко сужаются на 0,15-0,2 мм. Все зависит от пластика, который мы будем использовать. АБС пластик желательно вообще ставить 0,3 мм, такой зазор. Вот эти вот окружности нам не нужны, можем сделать их пунктирными, чтобы они не мешали нам при выдавливании. Берем снова функцию смещения, выставляем зазор где-то в районе тоже 0,2 мм, чтобы у нас была правильная посадка. Делаем выдавливание полностью всего контура. При этом переворачиваем. Видите, у нас эскиз пропал, чтобы его вернуть, переходим в левое меню, эскиз и делаем видимость. Выбираем функцию выдавливания и видите, она не срабатывает. Это связано с тем, что у нас сейчас установлена функция адаптивность, то есть привязка к предыдущей модели. Чтобы программа разрешила изменить геометрию, нам нужно перейти в левую часть, выдавливание и убрать адаптивность. Теперь снова берем выдавливание и вот, пожалуйста, уже полностью выдавливается так, как нужно. Эскиз нам уже не нужен, убираем его видимость. Выбираем функцию сопряжения. Выбираем деталь, полностью все контуры и получаем сопряжение. В данном случае сопряжение большое, поэтому можем уменьшить его, допустим, до 1 мм. С помощью орбиты выставляем так, как нам удобно. Выбираем функцию зависимость. Выбираем окружность, соосность с окружностью. Здесь, видите, особо привязаться не к чему, поэтому лучше перевернуть немножко так вот. И выбрать именно окружность. Вот. Какую-нибудь, любую в этой сборке, которая будет соосна с нашим штырем. Можно даже вот здесь привязаться. Применить. Немножко сместилась у нас деталь, поэтому мы немного поднимем вверх. С помощью функции зависимость можем выровнять эти модели между собой. Берем одну ровную поверхность, берем функцию угол, выбираем функцию направленный угол и вторую ровную поверхность. Применить. И у нас полностью деталь выровнялась. Теперь она не крутится по своей оси, а только движется вверх-вниз. Давайте тоже это исправим. Выбираем зависимость. Выбираем плоскость, к которой мы хотим соприкоснуть нашу деталь. И выбираем вторую плоскость. Применить. И вот полностью закрыли нашу крышку. Для того, чтобы понимать, что мы все сделали верно, никаких косяков нет, мы можем сделать проверку. Есть очень хорошая функция в этой программе, называется проверочка. Выбираем анализ пересечений, выбираем одну деталь и выбираем вторую деталь. Можно взять даже набор деталей. Ну, пока давайте так. Нажимаем ОК. Пересечений не обнаружено. Это значит, что мы все сделали классно. И детали между собой не пересекаются. Так же самое можем проанализировать, например, эту деталь и вторую деталь. Тоже никаких пересечений не обнаружено. То есть сборка получилась очень даже удачной и правильной. Теперь можно смело запускать на печать эту модель. Что мы в принципе сейчас и сделаем. Надеюсь, этот видеоурок вам понравился. Возможно, он чему-то вас научил, а может быть просто освежил ваши знания. Если возникли у вас вопросы, предложения, то
то пишите или в YouTube в комментариях, или же в нашем телеграм-чате 3D Help Чуча ТВ. С вами был Макс. Не забудьте подписаться на канал. Также не забудьте, что под видео очень много полезных ссылок, которые позволят вам сэкономить для модернизации вашего 3D принтера.